Друзья, всем привет! Меня зовут Минукова Милана, и вы все давно знаете, что я занимаюсь бальными танцами и гимнастикой с 3 лет. Я всю жизнь свою посвящаю спорту. Ну и так как скоро лето, нам нужно следить за формой. Уже потихоньку худеть, но всегда хочется что-то вкусное. Но вот я не могу есть только диетическую еду. Но сегодня я вам покажу очень вкусные вафли, ну или панкейки. Это можно и вафлями делать, и панкейками. Вот, очень вкусные, диетические, без сахара вафельки. Ну, я сегодня буду делать вафли, но вы этим же рецептом можете просто потом поджарить как панкейки. Вот. 2, 1. Ну что ж, сначала я расскажу, какие ингредиенты я буду для этого использовать. Нам понадобится банан один, но я буду делать где-то 2-3 вафельки, поэтому я возьму один бананчик, чтобы не делать прям много вафель. Вот, нам понадобится один банан, 2 яйца обычных. И если вы хотите прям диетические вафли, чтобы вообще не было калорий, даже в муке, то берите рисовую муку. А если у вас нету рисовой муки, то берите самую обыкновенную муку. Я беру рисовую. Это ничем не отличается, просто она чуть-чуть другая. Ну, она такая же вкусная. Она как раз-таки диетическая рисовая мука. Так, ну и начнем. Я делаю в перчатках. Сейчас расскажу зачем. Открываем банан, прежде всего, и его надо растолчить, как бы, вот, а это мне вилкой лень делать, потому что это реально очень долго вилкой делать, ну, можно вилкой, конечно, я вот беру и вот так вот делаю просто. Это, кстати, нервам помогает, ребяточки. Такой вот слайм. Ну, если что, перчатки у меня очень чистые, поэтому ничего страшного. Разминаем бананчик, а делаю перчатки, чтобы не запачкать свои новые ноготочки. Ребят, кстати, можно оставлять чуть-чуть вот такие вот комочки, чтобы было вкусно, то есть они будут попадаться и будет как бы очень вкусно, они такие будут поджаристые. Поэтому я не прям до конца разминаю, вот, потому что комочки это вкусненько, кстати, ребят. Но если вы хотите прям до однородной массы, то делайте до однородной. Это уже по вашему вкусу. Так, ну я вот до такой массы сделала, вот. В принципе, там можно понять. И, ну да, еще 2 яйца в таких же перчаточках. Просто сюда добавляем 2 яичка. И сейчас мы скорлупу уберем. Здесь одна штучка у нас попалась. Теперь я выкидываю перчатки, потому что теперь нам они, в принципе, не понадобятся. Так, и теперь берем венчик и перемешиваем вот эту вот массу. Там будут комочки, и оно так и должно быть, как бы вот так вот перемешиваться. Надеюсь, вам видно. Здесь должны быть вот такие вот комочки, чтобы было вкуснее. Мне прям очень нравится. И теперь перемешиваем прям до однородной массы. Я перемешала до однородной массы, она просто там желтенькая и очень вкусно пахнет бананом. Так, дальше мы возьмем муку и ложку. Короче, берем сначала одну ложку и сыпем, и еще одну вторую. Если вы делаете все как я на глаз, то делайте. Как бы ничего страшного, оно должно быть, как бы там нету прям супер каких-то прям надо прям 3 ложки, там нет такого, просто надо до такого загустения. Вот, оно пока жиденькое, надо еще добавить.
смотрите, примерно на 2 яйца надо 4 ложки. Вот, так, как будто бы я слайм какой-то готовлю, честно. Но нам нужно как будто бы вот еще чуть-чуть. Типа, там вы не переборщите, но вот, знаете, как я определяю? Вот если уже пахнет мукой, а не бананом, то все, хватит. Если вот прям жесткий банан, то можно, в принципе, еще добавить. Поэтому я еще чуть-чуть добавлю и думаю, вот все, хватит. Получилось у меня 4,5 ложки на 2 яйца, и оно очень хорошо загустилось. Ну все, здесь 4,5 ложки муки, и оно очень хорошо загустилось. Ну что ж, ребят, теперь переходим вот сюда. Так, я ее поставлю вот сюда. И включаем потихонечку. Сейчас, сначала мы берем сливочное масло. Берем ножик и режем чуть-чуть вот кусочек, вот такой вот маленький. Вот такой вот. Вот такой вот. И кидаем вот сюда. Оно потихонечку будет расплавляться, и мы ее включаем. Если что, эту вафельницу я покупала в каком-то магазине. Вот. Честно, она во всех продается, она стоила 900 рублей, и она хорошая, работает, жарит, так что пойдет. Масло должно растопиться, вот я вот такой вот штучкой его размазываю по всем краям. И, кстати, я уже пробовала делать без масла, и вафли прилипли, и я их не смогла отодрать. Ну, то есть у меня просто не было масла, на самом деле, я такая, так, ну сделаю без масла, что будет? Ничего не будет. Вот, и я сделала без масла, и получилось очень плохо. Так, ну и теперь вот эту вот желтую массу нашу добавляем потихонечку, вот она начинает, видите, жариться чуть-чуть, вот, и добавляем вот так ложечкой мы добавляем потихонечку в нашу вафельницу. Ну и распределяем по вафельнице. У вас может быть другая вафельница, квадратная, ничего не зависит. Вот, мы купили просто самую первую, самую попавшуюся. Вот, и закрываем. И я всегда ставлю что-то тяжелое, чтобы оно как-то придавливалось. Вот, просто у некоторых есть такая застежка, у меня нет, к сожалению, ее. Ну, ничего. Если вам зайдет такой формат видео, я обязательно буду еще снимать что-нибудь вкусненькое. Потому что у меня очень много рецептов, а если вам это зайдет, то вы... Кстати, знаете, что делать, и чтобы у меня зашло это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на меня. И тогда я обязательно еще что-нибудь сниму, и будем вместе готовиться к лету. Ребят, если что, нормально, что она горит. То есть это адекватно, это нормально. И сейчас я ищу вот лопаточка. Сейчас будем вытаскивать. Берем тарелочку. Кстати, вторую вафлю уже не надо смазывать маслом, потому что масло остается всегда. И если вы видите, что там осталось масло, то не надо смазывать маслом. Оно всегда остается. Вот. Давайте потихоньку поднимать. Да, оно уже поджарилось. Смотрите, какая она красивая. Так, сейчас я ножиком всегда подбираю их чуть-чуть. И переворачиваем. Такая вот красота у нас получилась. Очень красивая вафелька. Ну и теперь я буду жарить. Вот, у меня масло осталось, поэтому также берем ложку. У меня вообще есть половник, но мне удобней ложкой как бы набирать. Там можно как бы контролировать легче как бы. И вот так вот накладываем. Сейчас, пока моя вторая вафелька готовится, я хочу порезать клубничку, голубичку, бананчику можно, кстати, порезать, чтобы перебор банана был. И еще можно, конечно же, чуть-чуть подсыпать сахарной пудрой, потому что, думаю, совсем чуть-чуть, ничего страшного не будет. Надеюсь, я не порежусь. Сделаем вид, что я умею резать клубнику. Ой. Так, теперь режем клубничку. И вторую.
А это мы съедаем. И голубику. Голубику я не буду резать, а порежу лучше бананчик. Вот половинку бананчика возьму и порежу. Честно, панкейки и вафли очень вкусные получаются. Если вы умеете делать панкейки, то просто то же самое вот эту вот массу сделайте и просто на сковородку положили, перевернули, сделано. Они просто у меня почему-то не круглые получаются, а какой-то не очень красивой формы, поэтому я их редко делаю. А вафельки легко делать. Так, я хочу, чтобы она еще чуть поджарилась. Я люблю прям до корочки такой. Ребят, кстати, я еще приготовила сама варенье. Это малина и сахар. То есть я добавила малину и сахар в блендер и перемешала. Но если вы хотите диетическое варенье, можно добавить много меда. Это будет тоже очень вкусно, просто я для всей семьи готовила, поэтому сахаром приготовила. Там уже вафелька наша поджарилась. Так, где мой ножик? Она очень вкусно пахнет. Я обожаю вот этот запах вафелек. Опа. О, она ровненькая у меня. И, ну, у меня еще на последнюю как бы хватает. Вот. Поэтому еще одну делаем. Вообще, можно их так бесконечно сделать, на самом деле. Но у меня, кстати, всегда хватает на 3. Я вот сколько делала, у меня всегда на 3 хватало. Так, она у нас будет пышненькая в этот раз такая. Ой, очень пышненькая будет, мне кажется. Ну ничего, будет пышненькая. Оп. Оп. Все. Отлично. Эти вафельки можно даже перед тренировкой, на завтрак, на обед, на ужин и после тренировки. Они, если после тренировки вы сидите, они будут, ну, конечно, без сахара, они будут очень восстанавливать ваши силы. О, она очень ровная. Так, ну что ж, вафельницу я уже закрыла. И посмотрите, какая у меня вафелька получилась. Она очень пышная такая, очень красивая. Так, остывайте, мои хорошие. И теперь мы берем ложечку на всякий случай. Ну и пока они остывают, мы будем выкладывать клубнику, пока, ну, это вы на свое рассмотрение уже можете делать любые узоры там. Можете клубничку порезать не только кружочками, но и какими-то фигурками. Ребята, посмотрите, какая красота у меня получилась. Это просто очень красивое блюдо. Я его уже очень хочу съесть, так что оно очень легкое, очень легко готовится. Вот. Здесь чуть-чуть совсем сахарной пудры, но и то она не очень вкусная, поэтому лучше без сахарной пудры. Ребята, обязательно попробуйте этот рецепт. Он очень быстрый, вкусный, диетический и полезный. Так что всем пока-пока. Подписывайтесь на мой новый Инстаграм, на мой новый Телеграм и на мой YouTube. И, конечно же, всем пока-пока. А я побежала это очень-очень вкусно кушать. Мои хорошие.